Собачки злаяли зверя какого-то. Лают. Жайма нашла с зайкой. Подтянулись, и вот сейчас всей толпой там шаман, зайка и Жайма. О, в принципе, нам как раз по пути. Там Старица недалеко. Мы туда как раз идем поставить сетку на щук. Сейчас ближе подойдем, посмотрим кого. Лось нам сказал, Борисович не нужен, а медведик-то нам нужен. Лицензии у нас не закрытые, поэтому, а вдруг шишки здесь много попадается, лес черный, пойменный. Ну вот местами подборки такие небольшие. Ну дойдем посмотрим, в общем. Такие дела.
Собачки снова поставили быка, поэтому идем ставить сетку. Бык нам не нужен, как и лось в целом, в принципе. Поэтому оставляем собак налаяться, будем отзывать. Тут недалеко. Сейчас будем ставить сетку на щук. Вот. Ну и речку заодно посмотрим. Корягу что ли поймали? Идем с Борисычем на следующую старицу, которая будет через километр-полтора. Там нам надо поставить сетку на щук. Борисыча старица — это как гастроном. В одной старице караси ловятся, в другой мохтик, а в третьей щуки отборные. Поэтому вот карасей мы наловили. 2 десятка нам хватит. Вот, Борисыч сказал, завтра будем снимать сетку, куда ее рыбу девать. А вот щуки нам надо. Борисыч сказал, надо поймать 4 мешка. Бензин привезут, надо рассчитаться. Поэтому идем за щукой. Ну и нам котлетки щучьи тоже не помешают. И такие дела. Идем.
Весь лед усыпан хвоей лиственницы. О, запах обалденный. Лихтой, хвоей пахнет. Просто офигенный запах. Да. Борисович, что-то лиственница последняя осыпается, да? Ага. В районе города у нас очень мало лиственницы. Здесь довольно приличное количество. Там до Нового года будет падать. Вон, Борисович, до Нового года будет падать. Потихоньку, тихо. Глухари любят на лиственницах сидеть, да? Да. Собрался, друзья, дальний поход. Ну, это по прямой 16 километров примерно. Там речку, правда, переходить. У меня там фотоловушки остались. Вещи, потому что ботинки расползлись. Пришли практически в непригодность. Я их скотчем заматываю. Блин, мне там речку переходить. Ну, на всякий случай взял веревку. Думаю, как-нибудь переправлюсь на другую сторону. Шума, ты что на мою поляну пришел? Моя поляна. Ага, тебе собирай. Там тебе собирай. О, какая она вкусная. Что за? Улетел он, да? О, какой котелочек. Походный котелочек мы нашли. Кто-то зимой, видимо, на буране ехал, обронил. Такой маленький, аккуратненький. Так, банда. Вы там сильно не расслабляйтесь. Нам еще километров, наверное, 7 до избушки шлепать. Пока светло, надо идти. Подошел к речке, а она лед очень тонкий и опасный. Вряд ли он меня выдержит. Даже может собаку не выдержит. Ну и жопа тут. Местность. Навигатор пропал. Похоже, шаман тонул. Такие дела, ребят. Жопа. И вообще лед. Течение под лед занесло и все, походу. Здесь, ребят, на пузе переполз. Собаки там тонут где-то в ручье. Лед тонкий. Шнуровку делал. Бежал, думал, они в ручье тонут. А они там кого-то копали. Сома, я тебя уже похоронил. Ну-ка иди сюда. Паразит, я чуть сам не утонул. На пузе там через ручей в одном месте. Лед тонкий вообще. Еле переполз.
Дай сюда, Зая! Зая! Сучка. Ладно. Теперь пусть тонут нахрен. Друзья, тормознулся я на ночлег. Сейчас буду ночлег готовить. Не дошел я до избы, помешал ручей. Ну и собаки еще с ума тут маленько подвели. Сейчас буду разводить костер и готовиться к ночлегу. Завтра тут осталось-то километра 3. Но проблема речка. Если я речку вторую перейду основную, это я ручей перешел, еще основная река будет, то тогда проблем не будет. Лишь бы тут не было лосей, чтобы собаки через ручей. Если они в ручей проваливаются, это смерть мгновенно. Тут очень быстрое течение. Снега нет, корка льда. Собака никогда наверх не сможет вылезти. Собаки до сих пор там кого-то работают, только кого непонятно. Ну, скорее всего, наверное, выдра в ручье. Нет. Вот там подтягивают, скулят. Ну ладно, завтра до проходной избы дойти. Посмотрим, или там заночуем, или может двинемся уже дальше на кордон. Там еще где-то километров, ну, может 15-20. Самое главное речку перейти. Потому что один ручей я переполз на пузе. Но очень сильно рисковал. Риск такой неоправданный, я считаю. Я просто подумал, что у меня собаки утонули. Или тонут. Они, оказывается, там кого-то копали. В общем, такие дела. Балдеем тут с даром вдвоем возле костра. Эти там кого-то ковыряют. Лишь бы лось или медведь не пришел ночью. То такое бывало. Тут лося очень много. Сейчас у лосей гон. Могут припереться, нифиг делать. А так в целом все нормально. Пока я делал стан, собаки нашли где-то норку. Замучили они ее. Часа 3, наверное, они ее рыли, копали, хрюкали. В итоге норка выскочила, нырнула в лунку. Была такова. А собачки остались носом. Такие дела. Сейчас все спят, убитые. Время 9 часов вечера. Дров наготовил. Взял с собой пилу ручную, лучковую. И весь вечер сегодня пилил дрова. Потому что сухие гнилые дрова, они быстро сгорают. Дрова должны быть хорошие, плотные, надежные. Желательно кедра. Елка стреляет, можно сгореть. А вот кедровые самые то сухие. Ну тут место хорошее, кедры много повалены. Поэтому место для лагеря прям удачное я выбрал.
Ну что, надо чаек попить. Ну вот еще прошла одна ночь возле костра. Было довольно-таки прохладно. Где-то, наверное, в районе минус 10. До сих пор нет снега. Это что-то какой-то нонсенс в нашем регионе. Сперва я там возле дерева лег. Вот, но было не совсем удобное место, положение. Под ночью подул сильный ветер. И я быстренько вспомнил, что у меня есть дождевик. Воткнул палочки. Палочки вот эти вот воткнул. Натянул дождевик. Ну и более-менее лучше стало спать. Шкура выручает здорово. На шкуре прям вообще тепло-тепло. Без нее было бы вообще грустно. Вчера, конечно, я рисковал, переползал через ручей, там был очень тонкий лед, потерял свои тонкие перчатки, ну, основные не тонкие, а основные свои перчатки потерял. Поэтому мне сейчас необходимо попить чайку, по навигатору вернуться на то место и найти перчатки, потому что холодно, у меня больше никаких запасных перчаток нету. О, прилетело. Последний кусочек сыра и последний кусочек масла, который я берег до талого. Уже остатки сладкие. Шома крадется. Шома, ты что там крадешься? А, Шома? Я вчера думал, что они утонули, поэтому стал экстренно искать переправу. Тут два ручья, они были на второй речке. Оказывается, они не утонули, они визжали, потому что они копали норку. Ох, и зол я вчера на них был. Ребят, видите вот это кольцо на дереве? Вот еще под колечко маленькое. Это такой уровень воды. То есть весной здесь была вода. Примерно мне по пояс. А сейчас вон. Так, это камера, это не сыр, иди отсюда. Выгоняю, потому что другие увидят, и им будет обидно. Но я вчера тоже по кусочку вечером, когда ужинал, чай пил. Также с маслом. Я давал Жайме и Зайке. Дара только обделил. Дару надо тоже дать. Ладно, сейчас дам. Идем искать перчатки. Перчатки я мог оставить на той стороне. Благодаря веревке у меня будет за что зацепиться. Дар, посмотри там мои перчатки, а. Есть там они, нет? Вот они, мои перчаточки. Это руку на все.
Вот, друзья, буквально вот здесь я переползал, а вот тут уже течение. Течение и полая открытая вода. Мой остров. Целый остров в моем распоряжении. А, ну еще в Шомкино. Гайдара. Жайма с Зайкой уже куда-то убежали. Дай веревку. Куда же они убежали? А сейчас мы их по навигатору посмотрим, куда они убежали. Так. Прежде чем идти, надо будет воды растопить и убрать, подлить, чтобы мох не загорелся. Это очень опасная штука. Такой красивый остров, неохота его сжечь. Отпыхнуть он может. Такие дела. Он стопудово голубой, зараза. Куда полез? Я ж тебе говорил, провалишься, не лезь. Вроде маленький узенький, провалишься так чуть. Коварный осенний лед, зараза. Нормально. Дар, пошли, он толстый. Пьем по кромочке. Ветер сильный. Ох, не провалится. Ё-моё, там такие дебри. Жуть. Там дебри просто жуть. Ладно, что делать? Надо тащиться. Жайма с Зайкой уже, похоже, там. Айда, айда, айда! Это уже третий. Везет мне в этот раз на рога. Хорошо, когда их просто находишь, а не когда тебе их вешают. Шел я, друзья, до речки. А речка полностью полая, открытая. Вай. Никак мне не перебраться. А избушка на той стороне находится. Но сейчас дойду, и база на той стороне, где я быка добывал. Сейчас иду туда. Дойду, и надо будет думать. Может, мост сделать. Но она широкая в этом месте. Придется обратно, наверное, вверх идти. Там она поуже. Что-то мозоль натер на пальце, надо проверить. Блин. Как досадно. Я наоборот думал, тут широкое место. Думал, что она здесь замерзла. А она даже... Она, короче, так не думала. Она взяла и не замерзла. Хоть на лодке езди. А лодка у меня на большой речке. В самой вершине. В общей сложности я, наверное, километров 30 с лишним, наверное, прошел сегодня. Ну, за 2 дня с ночевкой. Рюкзак тяжелый.
Ладно, что делать? Будем что-то думать. О, мое кострище. Ого, вода как поднялась. О, мой любимый стан. Бык. Ладно, мозольный тер надо проверить. Будем что-то думать. Решил разжечь костерок, обдумать. Придется на расправ вниз сходить. Посмотреть, может, перехват где есть ледовый. А потом вверх. Ну, тут течение быстрое, тут вряд ли. Надо где-то яму и крутой поворот. Там может лед стоять. Ой. Поэтому жгем костер. Отдыхаем и двигаемся в путь. О, Шомонька прибежал. Шмонька, ты что там нашел? Дайте камеру выключу. Ты что-то там нашел? Я знаю, что ты там нашел. Там у нас есть остатки быка. Рома, там уже, наверное, все съели. Там уже, наверное, есть нечего. Нет? Нет? Ну, только не залазь на меня. Лапукой. Морда. Мозоль натер на пальцы. Болит, зараза. Ох, и неудобные эти ботинки. Мозоли трут. Дырки вообще большие стали. Вон скотчем их замотал. Оба сапога. Бутер какой-то делают. Натерпроф, Трунсалейт, Ремингтон. Шняк. Для ходовой охоты. Это так, в лодочке покататься может, бля. Прошел-то херня в них. Может, километров 100 максимум. Ерунда полная, ботинки. Поэтому мне и надо добраться до первой базы. Я когда уезжал, я же хотел вернуться, а вернуться не смог. А у меня там обувь запасная, и все. И сапоги есть нормальные, и ботинки путевые. Стоит избушечка, а добраться туда нереально. Речка талая. Будем искать переход. По льду или мост делать. По-другому никак. Шума там кого-то лает. Пойду схожу гляну. Может, что-то стоящее. Потому что мы уже 2 дня ничего не ели так-то. Шома глухаря работала, я ему подшумел. Молодец, Шома, молодец! А я ему подшумел его. Я думал, соболь, блядь. Ад, зараза. Жайма там что-то лает. Фотоловушка показала, что хороший медведь продолжал ходить по округе и кошмарить местных лосей.
Позже я выяснил, что Жайма лаяла именно на этого хорошо упитанного самца. Медведь задавил лося и неторопливо его поедал. Глубокой осенью медведи стараются особо не активничать без надобности, ведь им необходимо сберегать свой с трудом накопленный жир, благодаря которому они выживают в своих берлогах холодными зимами. Этот зверь не был исключением. Он неторопливо жил возле задавленного им же лося, оберегая свою добычу от непрошенных гостей и конкурентов, которые постоянно норовили украсть кусочек. После вкусной неторопливой трапезы медведь любил сладко поспать, иногда смотрел на звезды в надежде поймать большого звездного лося, а может и просто мечтал о своем медвежьем счастье. Единственное, что его побеспокоило за все это время, это Жайма. Она знала о месте нахождения медведя, так как первая нашла его во время нашего последнего присутствия здесь. Жайма полаяла на медведя, не причиняя ему никакого вреда. Мне же было вовсе не до него. На тот момент моей единственной целью было одно – пересечь полузамерзшую реку. Притоки замерзшие стоят, а речка полая, блин. Как ее пойти зараза? Даже повороты не стоят. Надо где-то искать место поуже, подниматься высоко. Лезть на такой лед — это самоубийство. Ну, собаки у меня с утра были на той стороне. Вот в том месте, где я ночевал. Это значит, где-то они перебежали. Поэтому пока идем вверх, а там видно будет. И что вы там встали? Сейчас как провалитесь, блин. Жесть. Ох уж эти кустики. Какая зараза. Ходить по ним, блин. Эх, жалко, здесь нет избушки. Вот тут бы она бы вообще не помешала. Вот кто-то кучу лет назад что-то рубил, получается, на другой остров перебрался. Ага. Ну, ясно. Ладно. Другой остров — это тоже хорошо. Главное, что тут дрова есть. Нашли вон сушину хорошую кедровую, распалили. Пока я занимался лучковой пилой, пилил эту сушину, зайка учухала оленей и рванула за ними через лед. Тонкий лед на ручье, зайка-то легкая, она более-менее держится. А вот шаман-то с даром тяжелые. Туда они как-то умудрились перескочить, я даже не знаю как. А на обратной сперва волновался за шому, думал, хана ему. Течение быстрое, забереги большие. И все. И уже под конец шома перебежал, я уже, все, успокоился, жду дара. Нету. Подбегом на речку, тут до речки 200 метров. Смотрю на закраине, глаза только горят. Чудом он за какую-то ветку зацепился, вылез нафиг. Трясется весь. Короче, перепугался я здорово. Сейчас от ног даже не отходит. Лежал здесь, какого за эти олени, где он их унюхал, как он их унюхал. Пенсия моя. Не бегай больше никуда, ладно? Лучше ходи за мной сзади. Мне так спокойнее. Сейчас все на месте, кроме Жаймы. Жайма осталась на старом кострище. Кого-то она там гоняла весь день. Нам либо погибель, либо мы этот ручей должны форсировать. Уж обратной дороги нам уже никак нету. Обратно мы уже точно не дойдем.
Представляете, друзья, лежим, спим, никого не трогаем. Тут резко прррр, и прямо вот на эту жердочку садится рябчик. Любопытный какой-то попался. Зайка у меня слева лежала, Дар справа. Зайка аж выскочила в шоке. Я сам не понял, я даже маленько напугался от неожиданности. Оказалось, это обычный рябчик нас напугал. Молодой, видать, любознательный. Людей, может, никогда не видел. Ну, отлетел тут вот рядом по березке ходит. Голову вытягивает, шею смотрит. Ну, его можно было руками поймать. Ну, я не сторонник на стане стрелять рябчиков. Где-то по дороге я бы его, может, и добыл для пропитания, потому что мы уже 3 дня ничего не ели. Но на стане не стал я его строгать. Ну, вообще у охотников на стане не принято их называть домашних. Хоть это и временный у нас стан, но рябчик все равно считается домашний, поэтому мы его добывать не будем. Все-таки надеюсь, что сегодня мы сможем перейти реку. Дойдем мы все живые и здоровые, потому что на речке лед, страшные забереги, быстрое течение. Вчера все собаки чуть не утонули, особенно Дар. Это надо было. Дар где-то минут 15 боролся. Пока я добежал, пока я увидел его глаза, я в глазах уже все понял. Ему повезло, там была наклоненная ветка, вмерзшая. И вот он лед лапами ломал, и, видать, как-то задними или как, я не знаю, зацепился за эту ветку и, короче, вылез. Дар тяжелый, и он уже в возрасте, он уже пенсионер, он неплохо уже слышит. Ходит, он уже практически, ребят, не охотится. Он перенес 3 операции с наркозом в своей жизни, поэтому он уже ходит, чисто меня охраняет. Когда слышит лай, он бежит на лай, подлаивает и работает как бы, но находить не находит. Он уже очень глухой стал. Поэтому основное его это запах. Вот он вчера с запахом поймал оленей. И, может, лось, он, по-моему, олени были. И вместе с молодежью рванул, как молодой нафиг. А так он не слышит. И вот на обратной дороге, видать, в азарте они где-то там перескочили. Я и хочу найти это место, чтобы перейти по этому месту на ту сторону. Сегодня на утро чай с багульничком. Вот это весь мой запас, который я грызу уже 3 дня. По кусочку, по маленькому. Вот все, что осталось. Вот такой кусочек масла. Сливочного домашнего. Ну и соль. Соль обязательно. Без соли вообще никуда. Соль — это очень важный элемент. Если устали, разводите солью водичку. И вы прям удивитесь, как вам силы вернутся, ребята. Это правда работает. Без соли вообще не ходок. Все, банда, пошли. Дошел до речки, такое ощущение, что вода еще больше размыла лед и поднимается. Но сегодня утром шел дождичек, не сильный такой моросящий. У меня не остается никакого выбора, только искать переправу и идти вверх. Внизу я был до самой большой реки, перехода нигде нету, поэтому нам придется только идти вверх. Надеяться, что где-то подборок, может, какое-то дерево переваленное. Мои поляны, а?
Вот наглец, да? Смотрите, что творит. Это моя была поляна. Да, еще заставь меня тебе собирать. Наглец. Угу. Ягода хорошо, на мясо лучше. Блин, вся гнилая. Зараза. Сегодня еще оттеплило, как закон подлости. Росомаха очень сильный и серьезный зверь. Она спокойно дала отпор пушистой банде, несмотря на численное превосходство. Я даже толком и не понял, кто из них напал первым – собачки или Росомаха. У меня сложилось впечатление, что зверюга просто решила перекусить собачатинкой, но не ожидала, что та окажется не одна. Я не мог вмешаться в ситуацию, поскольку находился на противоположном берегу и сильно переживал, что зверь затащит кого-нибудь из собачек в воду. После получасовой драки Росомаха решила передохнуть и залезла на дерево, ну а мне предоставился шанс отозвать собак и продолжить движение по реке в надежде найти переправу. Перелетели они, что ли? Льда поломанного нет. Там выше где-то перебрались, сейчас гляну. Ну, переплыли, наверное. Шел, где можно перейти, но там ночевать негде. А если здесь заночевать, то вода за ночь размоет, температура плюсовая. Поэтому, наверное, сейчас на корячках поползу. Переправа, конечно, так себе, но это хоть какая-то. После десятков километров, то, что я прошел, это самый лучший пока что вариант. Вот так вот, ребят. Вот по этим бревнам перебраться на ту сторону. Короче, я пополз, достаю веревку. Рюкзак волоком потащу на веревке. А сам по бревну ползком. Какое он тяжелое. Как я его тащила. Че сидим, айда пойдем. Мне очень сильно повезло, я даже не думал, не гадал. Горелый подборок старый и залом небольшой на реке. И этот залом меня спас. Там вода бежит. Там вода бежит. Только вот в районе бревна вот такой ледочек. Ну, самое опасное место на пузе прополз. Рюкзак на веревке протянул. И прошел.
Часы показывают 20 с лишним километров, я вдоль речки иду. И вот это первое место, где я рискнул. Но лишний раз рисковать нет, потому что цена вопроса жизнь. Такие дела. Ладно, там бор, сейчас 700 метров, километр. Главное до него добраться на ночевку. Да избысь, это просто нереально. Ночевать придется еще раз. Такие дела. Ладно, погнали. И уплываем. Тут, правда, идти горельник жесть. Тут-то я уже на пузе проползу, бля. На пузе что-то я преувеличил. Капец тут полный. Ну, один хрен. Главное, я на другой стороне реки. Это очень важно. Ну что, банда? Выспались? Даруха, ты выспался? Жайма нашла полянку с водяникой. Блин, оказывается, вообще классная ягода. Она когда спелая, она сочная такая, вкусная. Жайма больше ее любит, чем клюкву. Но она даже, вот эта ягода, она послаще такая. Подмороженная. Ее все собаки едят с удовольствием. Ну и мне она нравится. О, брусничку нашла. Еще одна речка стала у нас на пути преградой. Ё-моё. Вышел я на дорожку. Это через бор дорожка с базы идет. Оставил рюкзак, потому что уже сил нет. Мозоль страшную натер на правой ноге. Вообще еле наступаю. В общем, друзья, ходить невозможно. Не выдержал я. Разрезал он их нафиг. На ней поеду, потом подберу, сожгу их нахрен. Сейчас попробую в калошах идти. Если в калошах не получится. Дорога все равно песчаная. Пойду в носках. Уже я палец повредил вообще очень сильно. Они не то что трут, у них колодка неправильно, они палец ломают. Короче, невозможно вообще идти. Говно редкостное. Никогда не берите эти ремингтоны. Все там скаталось под палец, оно мне и ломало. При хорошей ходьбе весь этот модный трунсалейт. Вон, да. Видите, сколько наклеек понаписано. Бестолковых, блядь. Такие дела, друзья. В носках я еще не ходил. Но придется. Какой кайф. Да по песочку. Вообще. Лишь бы носки выдержали. Посмотрел по часам. У меня часы эти гарминовские. У меня скорость выросла до 11 километров в час темп. Нога балдеет. И пульс упал. То есть я в носках иду, я просто кайфую. Вот что значит обувь и как много от нее зависит.
Ну хорошо, у меня там есть хорошая обувь, есть ботинки. Прям нормальные. Которые уже проверены не раз. Уже 24 октября, а у нас до сих пор снега нет. В нашем регионе я вообще такого даже не припомню. Ну и погода теплая, в принципе, стоит. Все в носках одних шурую. Сперва ударил мороз резко. Все замерзло. Сейчас как бы такая 0 плюсовая даже. Немного ручьи отошли. И сейчас пойду, не знаю, может речка. Если речка тает, я сразу свою любимую казаночку и домой. Сразу все проблемы отпадут. Такие дела. Ну ладно, что роптать. Идем